Я по-прежнему Наталья Жуковская, дизайнер, а в этом ролике мы с вами разберемся, как цвет влияет на человека и какие цвета не стоит выбирать в свой интерьер. А в конце я покажу вам самый ужасный цвет, который никогда и никуда и никому не стоит применять. Для начала хочу отметить, что есть люди, которые очень любят ощущать на себе цветовое воздействие. Цвет их особенно бодрит и тормошит. Среди этих людей есть дизайнеры, которые любят работать с цветом, с выразительным цветом. А есть люди, которые очень быстро устают от цвета, и среди этих людей тоже есть дизайнеры, которые предпочитают чаще более спокойную и нейтральную цветовую палитру. Интересный факт, что люди, которые любят цвет, очень часто говорят: смело используйте цвет в интерьере, не бойтесь цвета. И мне, как любителю нейтральной цветовой палитры, очень часто этот призыв казался подозрительным и немножко странным. Никто и не боится цвета, цвет на самом деле не кусается, но активный и даже иногда агрессивный цвет очень часто может раздражать и утомлять некоторых людей. И особенно это касается определенных цветов, о которых я тоже расскажу в этом ролике. Когда вы берете цвет на вооружение, вы на самом деле берете в руки боевой цветомет массового поражения. Цвет очень активный инструмент воздействия на человека, и работать с ним нужно прицельно, ставя перед собой конкретные задачи. И если хочется цвета, то лучше его добавлять деликатно, в деталях, в декоре, в нюансе, а не большими площадями. Сейчас же я точно знаю, что черный, белый, серый и бежевые оттенки – это самые востребованные сейчас цветовые решения для интерьеров, и занимают они большую часть рынка. Спрос в этом плане, несомненно, диктует предложение. Но, на мой взгляд, это не потому, что люди боятся цвета, а потому что покрасить стены в какой-нибудь ярко выраженный цвет – это не прикольную красную кофточку надеть на прогулку один раз, или даже не волосы в розовый покрасить. Это довольно фундаментальное решение на достаточно продолжительный срок, и люди просто чувствуют, что успокоение с помощью интерьера для них в долгосрочной перспективе будет гораздо важнее, чем регулярное тормошение себя этим цветом. Красный. Насыщенный красный цвет заставляет человека активизироваться. Цвет будоражит, он привлекает внимание, он провоцирует эмоциональное возбуждение, вызывает ощущение безотлагательности и срочности. На короткое время, благодаря этому цвету, организм может становиться работоспособнее, повышается концентрация внимания. Но от такого агрессивного воздействия через некоторое время происходит цветовое утомление и наступает обратный эффект. Повышается раздражительность, и у кого есть склонность к гневливости, цвет может провоцировать агрессию. Интересно, что по статистике сотрудники автоинспекции чаще останавливают машины красного цвета, а еще красным цветом выделяются запрещающие знаки. Красное лучше использовать в интерьере акцентами, чтобы он как раз бодрил, а не утомлял. Но если его приглушить или затемнить, то можно использовать уже смелее. Я очень люблю вот такой вот тауп с оттенками красного. И такой цвет можно применять на большей площади без страха кого-то нечаянно переутомить. Желтый. Цвет прекрасно бодрит, при этом не имеет такого гнетущего эффекта, как красный. Желтый тоже активизирует, повышает концентрацию внимания, но делает это мягче, чем нахальный красный цвет. Можно выкрасить рамы в желтый цвет, тогда получится создать такое вот настроение солнечного дня даже в хмурый день. Или применить его акцентно, например, в детской или в кабинете. Тормошащее влияние желтого можно несколько снизить, осветлив его белым, приглушив его серым или превратив его в горчичный. Оранжевый цвет – это помесь красного и желтого, и по воздействию это тоже является чем-то средним между первым и вторым. Оранжевый цвет считается самым заметным цветом, поэтому его используют на дорожных работах, на стройках и в спасательном оборудовании, а также в среде работников коммунальных служб. В интерьере, чтобы смягчить активное действие оранжевого, можно использовать оттенки охры. Еще многие ищут себе кофейные оттенки, такой вот
кофе с молоком. И вот эти вот оттенки тоже являются тихими и скромными родственниками оранжевого цвета. Красный, желтый и оранжевый – это самые активные цвета, и они больше всего привлекают и активизируют внимание. Поэтому эти цвета называют цветами сигнальной группы. Еще красный, оранжевый и желтый повышают аппетит и одновременно заставляют торопиться. Окружив себя на кухне этими цветами, вы будете жить как в Макдональдсе. Заказывать много, есть быстро и освобождать столик поскорее. А такой режим, как известно, не способствует стройной фигуре. Поэтому, если вы постоянно худеете, то большие площади этих цветов в максимально насыщенном виде на кухне очень нежелательны. Однако, если вы хотите, чтобы интерьер вас бодрил, тормошил и задорно трепыхал вас по щечкам в хмурое утро, то добавляйте эти оттенки в разных вариациях к себе. Еще это теплые цвета. Можно немножечко желтый увести в прохладу ближе к зеленому, но тем не менее ощущение от этих цветов все-таки будет жаркое, как от огня. Я встречала исследования, где в красных и оранжевых интерьерах люди субъективно оценивали температуру в помещении выше на 2-3 градуса, чем температуру в помещениях, окрашенных синими и зелеными оттенками. Хотя во всех помещениях температура была одинаковой. А еще теплые оттенки визуально сужают пространство, а вот холодные, наоборот, расширяют его. Синий, зеленый и голубой – это цвета, которые в среднем расслабляют и успокаивают. Травка зеленая, небо ясное, голубое, а это значит, что еды хватит и мне, и коровкам, и барашкам. Посему можно не бороться, преодолевая эти невыносимые жизненные трудности, а быть размеренным, немножко расслабиться, отдохнуть и спокойно взвесить, что происходит. Вообще синий, зеленый, голубой – это природные цвета пейзажей, и в среднем по больнице они оказывают на человека успокаивающее действие. Кстати, про больницы. Люди почему-то очень любят обзывать больницами белые интерьеры. Я пока не могу предположить, как в голове зародился такой стереотип, но он меня очень озадачивает, потому что зачастую интерьеры больниц состоят как раз из зеленых, синих или голубых оттенков. Освобождайтесь от стереотипов. Несмотря на то, что синий, зеленый и голубой несколько снижают сердечный ритм, в больших количествах, особенно если перетемнить, они могут вызывать пассивное настроение, апатию и тоску, и с наибольшей вероятностью тоску зеленую. Оттенки синего и зеленого очень любят вписывать в школах, чтобы успокоить особенно активных, а еще они достаточно логично встраиваются в спальню. Голубой – это синий с добавлением белого, и я заметила, что помимо белого, самого распространенного цвета потолка, еще не давит именно вот такой вот светло-голубой, небесный цвет. Кстати, согласно исследованиям, люди очень любят необычные названия цветов, и если сказать вместо коричневого, например, мока, то люди скорее выберут моку, чем коричневый. Хотя цвет при этом может быть идентичен. И еще потолок можно выкрасить в желтый, такой вот бледно-лимонный или ванильный. Два альтернативных цвета белому, которые не создадут тяжести на потолке. Еще есть очень много людей, которые хотят себе бежевую спальню с голубыми акцентами. Это второй по популярности запрос после бежевого с белым. Насыщенные и затемненные синий и зеленые цвета и их смешение в интерьере будут смотреться очень изысканно. Часто в эту изумрудно-лазурную ловушку попадают любители цвета. Такие вот затемненные вкусные оттенки смотрятся очень роскошно и нравятся практически всем фанатам цветных интерьеров. Но есть и опасные оттенки типа синего кляйна, такой вот гипер-ультрамарин. И это очень красивый цвет, особенно хорошо он, конечно, смотрится в произведениях художника, но здесь речи не идет об успокоении. Этот цвет очень эпатажный, и напротив, он активно атакует смотрящего, но об этом чуть-чуть попозже. Фиолетовый получается при смешении красного и синего. Фиолетовый в своей максимальной насыщенности – это самый темный цвет цветового круга. От того, куда его не применяй в больших количествах, везде он будет вызывать легкую аристократическую меланхолию.
Однако я находила исследование, где описывалось, как фиолетовый особенно прекрасно стимулирует отделы мозга, отвечающие за творчество и креативное решение задач. В западной культуре оттенки фиолетового ассоциируются с таинством, с роскошью, с недоступностью и с благородством. Но все эти ассоциации скорее культурные, поскольку фиолетовый краситель для тканей вплоть до середины 19 века был очень дорог в производстве, и не каждый встречный поперечный мог себе его позволить. Розовый. Не совсем честно говорить про него в отдельности, поскольку он вытягивается белым из красного или красно-фиолетового, как, впрочем, и голубой. Но я знаю, что если про него не сказать, то вы все равно спросите про него в комментариях, поэтому я скажу. Цвет достаточно светлый, по воздействию идентичен с красным, тоже будоражит, привлекает внимание, активизирует. Кстати, разделение цветов на розовый для девочек, а голубой для мальчиков – это тоже стереотип, который с нами меньше века. Однако в настоящий момент в массовой культуре этот цвет ассоциируется с мимимишностью, но если возыметь дерзновение и применять его в местах, где розового не ожидаешь, то он станет цветом дерзости, смелости, креатива, эпатажа и новаторства. Но любой самый ядреный красный будет нервно стоять в сторонке, когда на сцену выйдет какой-нибудь вот такой вот кислотный термоядерный флуоресцентный цвет. Такие цвета практически не используются в интерьере, потому что они являются очень мощным раздражителем, самым мощным цветовым раздражителем, что, однако, прекрасно проявляется при производстве спортивной одежды, где цвет кроссовок может быть дополнительным стимулятором энергии для пробежки. Может быть, наш древний мозг, смотря на этот цвет, думает, что с нами рядом сидит какая-то ядовитая лягушка, и нам нужно срочно от нее спасаться, поэтому экстренно активизируется. Ну и еще такие цвета делают спортсмена более заметными в пространстве. Флуоресцентные цвета можно использовать в интерьере для расставления акцентов и игры на контрастах, чтобы создать некий эпатаж или насмешку над традиционными устоями. Тот же синий кляйн, вот этот вот ультрамарин, привлекает к себе внимание не меньше, чем красный. Интересно, что разные психиатры и психологи фиксировали некоторую непереносимость цвета, особенно определенных активных и насыщенных цветов, при разных заболеваниях и при изменениях психических состояний. Некоторые люди даже испытывают какое-то подобие болевых ощущений, попадая взглядом на определенные оттенки, подобно тому, как некоторые не могут выносить звук скрежета по стеклу. Я, к слову, скрежет по стеклу переношу нормально, а вот к цветам я более чувствительна. При этом, кстати, никто же не говорит «смело слушайте скрежет по стеклу». Не бойтесь громких скрежетов. Но, как вы поняли, тут ничего стабильного нет, все достаточно подвижно, чувствительность к цвету может меняться от человека к человеку и по мере взросления при изменении психического состояния, за исключением одного интересного измерения. Правительство Австралии решило выявить самый уродливый цвет среди людей, и вот он. Это самый ужасный в мире цвет. Pantone 448C. В подавляющем большинстве люди описывают его как смерть, как грязь, как туалетная жижа и прочие не самые аппетитные ассоциации. Для тех, у кого разные настройки монитора, я проговорю. Это такой вот зелено-коричневый средней светлоты. Этот отвратительный цвет правительство Австралии решило использовать для оформления пачек сигарет в надежде отучить свое население от курения. А после их опыта этот цвет стали использовать на пачках сигарет и в других странах. Но если вы не хотите таким образом случайно отучить себя жить в своем доме, то этот цвет не стоит применять в своем интерьере никому и никогда. На днях я закончила большую работу над новым курсом для тех, кто хочет научиться оформлять интерьер на профессиональном уровне и работать не только с контрастом, цветом, объемом, формой, но и овладеть многими другими инструментами из арсенала дизайнера. С этим курсом вы можете ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Пишите, что вы думаете об этом всем в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и делитесь этим видео с тем, кто интересуется темой цвета или выбирает цвет в свой интерьер. До новых встреч, всем дизайн!